Имена 7 ангелов. А в наши руки попался только Кошкин и Сапега, и то не нашими стараниями. Рощин на юнкерской даче видел 4, а говорил с ним некий И. Второй в этой ангельской иерархии. Сам архангел Гавриил. Поселковый это, Василий Арнольевич, или санаторские? Вставайте! Склад ограбили! Полиция приехала, сейчас во всем разберутся. Ну что тут у вас? Не брала я. Товарищ Герой Советского Союза, ну не брала я, землю есть буду, ну не брала. Спокойно, сейчас разберемся. Докладываю. Похищено 3 рулона парашютного шелка. Очень хорошего. Сколько в рулоне? По 50 метров. Ух ты! Это ж платьев. На 5 свадеб можно нашить, да? Не брала. Гораздо больше, учитывая экономию. Думаю, следует арестовать Зинаиду. Замок на двери был цел. Стало быть, шелк стянули до опечатывания склада. А Зинаида как раз приняла рулоны по описи. Ладно, пойдем посмотрим. Вы там, товарищ Матушкин, пока никого не арестовывайте. Фу. Через крышу пролезли. Спасибо вам, товарищ военный. Да не за что. Вы, женщины, идите. Идите. Еще вон капитан Матушкин должен новые задания дать, а вы пока акт составьте. А шелк где все-таки? Найдем, найдем. Ну так вы ищите поскорее, а то нам продавать нужно. Ну что вы гудите, работать мешаете? Или вы что думаете, я должен зайти в помещение и тут же сказать, думаете все вон на кого-то гражданина? Да если бы у нас такие милиционеры были бы, уже бандиты бы все до единого давно на народных стройках бы работали. Запрудили бы мировой океан, реки бы развернули в безводные пустыни и башню бы до самой Луны построили. Идите, гражданки, идите. А с той башни можно было бы Гитлера пристрелить из ружья. Только из очень длинного. Стой. Чё? Собачий, что ли? Ногу подними. Нету. У него контузия легких с серьезным кровоизлиянием. Он мог говорить, пока легкие кровью не наполнились. Ведь он сможет говорить? Мне нужно его допросить. Очень нужно, товарищ доктор. Рана не смертельная, но неприятная. Тем более на фоне общей дистрофии. Я думаю, через день-два вы сможете с ним немного поболтать. Мне не лясы с ним точить! Мне всего пару слов от него услышать. Мне вы можете приказать хоть петухом закукарекать. А вот контуженным легким не прикажешь.
У его палаты будет выставлена охрана. Открыто. Здравствуйте, Валентина Аркадьевна. А вы на процедуры? Нет. То, что я к вам вчера зашла, товарищ Кошкин, еще ни о чем не говорит. Совершенно ни о чем. Может быть, вы что-то подумали? Извините, я на взводе, сядьте. Вот вы как думаете, дрянной человек может получить орден? Может. Я не в большом смысле этого слова говорю. Просто в голове не укладывается. Как человек, который 2 месяца назад кровь проливал, может опуститься до кражи. Сейчас я должна идти к этой гниде и выпрашивать пенициллин, перевязочные материалы. Потому что в накладной они мной получены, но их нет. А у него точно есть, я знаю точно, что есть. Какой стыд. Вы о Филонове? Ну, о ком же еще? Давайте я к нему зайду, разберусь. Нет. Это вопрос принципа. Хотя спасибо. Извините, мне нужно подумать. Давайте вечером встретимся. Валентина Аркадьевна, я, вообще говоря, не по личному зашел. Извините. Женщине иногда кажется, что весь мир вокруг нее вращается. Что у вас? Вот это было найдено на месте кражи. Направление на ингаляцию. Товарищ Тышлеру назначено на 12:30. А вы что думаете, что товарищ Тышлер мог забраться на склад парашютной фабрики? Он с трудом на 2-й этаж по лестнице забирается. Где уж ему на дерево влезть, тем более на крышу. Да. Весь поселок гудит, какой вы у нас Шерлок Холмс. А что с товарищем Тышлером? Последствия застарелой болезни, туберкулез, может быть, или еще что-то. Спасибо. Разрешите идти? Идите. Мы не очень хорошо знали капитана Сапегу. Знали, что воевал, знали, что награжден, знали, что, не побоявшись врага, бросился в погоню за опасным преступником. И пусть стоящие у твоей могилы тебя почти не знали, никто не забудет. Ни мы, ни народ, ни страна. Вечная память. Эй, солдат! Солдат! А почему никого от вашей части? Что, недостоин капитан Сапега? Так наш комендант, товарищ Чермаков, в скорбный дом угодили. Свободен. Есть. Дуй за ним.
Давай, 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 шевели копытами, давай, быстрее, быстрее! Генерал, быстрее, быстрее! Шевели ногами, скотина, давай, давай, вперед! Генерал, вперед! Господин Гольц! Господин Гольц, мы никогда не сможем уйти от собак. Нужно нарушить приказ немцев, иначе мы не дойдем на корабле Айлы. А если и дойдем, собаки нас и там отыщут. Я уже принял решение. Доброе утро. Да. А что же утро? В дом пустишь? А что за нужда? Склады парашютной фабрики ограбили. Опрос веду. Я ничего об этом не знаю. Ну, может, соображениями поделишься. Ты же всех здесь знаешь. Заходи. В гробу здесь у тебя. Я как в Румынии воевал, так местные рассказывали, то ли царь у них был, то ли князь. Кровью питался. От этого бессмертие получал. Но вот света белого не выносил. Днем в гробу спал. Ну, что в синях ты держишь? Или гроб свой ночевочный показать боишься? Завтрак ты собрался? Хотел чай попить. Чайника нет. Угостишь? Найда взрывчатку почуяла. Найда, ищи. Ищи, Найда. Ищи. Ищи, 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 ищи. Все-таки они его убили. Они заминировали тело. Но нам в любом случае надо его доставить. Живым, мертвым или то, что от него останется. Чего бы нам это ни стоило. Кошку давай. Ложись! Давай, давай, ложись, ложись, спрячься. Прости, товарищ генерал. Все. У них нет больше собак. Даже Корней на что-то сгодился. Это не Рябченко. Сколько тебе, товарищ Тышлер? 44.
А руки как молодого. Жизнь легкая была, да и работа не пыльная. А где посекло так? Под Севастополем, в штольнях, на Макинзевых высотах. Осколком так прибило и... Видишь, посекло как. Пол лица не чувствует. Твое? Мое. Хорошо, что нашлось. Я забыл, что во сколько. Так оно. 12:30. 12:30. Ингаляция – это хорошо. Чехотка застарелая? Я чехоткой никогда не болел. Ингаляция – это чтобы откашливаться. У меня легкие. Известняковой пылью набит. Я кровью кашляю. Так где ж ты ее нахватал-то, а? Про шампаны слышал? Это там под Севастополем, там... Что ли, я был в госпитале, я тогда... Месяц несли туда после ранения. Иди, иди, видишь, не до тебя, иди, а! А я к тебе не чаи пришел распевать, а по служебной надобности. Я эту бумажку сегодня на Богородиных складах нашел. Как она могла туда попасть? Я не знаю, как она могла попасть. Она у меня вроде в закладке была, она в книжке. Я эту книжку в библиотеку сдал. И вот и все, иди. Морфий? Мы ему дали успокоительное, а то совсем плох был майор. Что с ним? Видимо, последствия тяжелого ранения. Взгляните. Уж и не знаю, что за кудесник его зашивал, но шов почти не виден. В военно-полевых условиях наложить такой шов, уж не знаю, кем надо быть. Когда он сможет говорить? Может, через пару часов. А может и никогда. Что у них? Взрыв готовили, торопились очень. Кого успели наверх поднять, подняли. Кого не успели, до меня очередь не дошла. Сильно так рвануло. Очнулся, а тут вокруг одни мертвые. А у меня смерть только началась. Выходы завалило. Все 4 дня в темноте, в известковой пыли. Ты дошел когда-нибудь из известковой пыли? Грудь жжет, болит. Если бы я тогда на склад не напоролся, я бы через 3 суток подох. Не от голода, от боли, страха. Там на складе, кроме хлеба, еще такие коробочки, еще вот такие.
Сервитин. Я знаю, что это. Говорят, бросить невозможно. Я пытался к себе к кровати привязывать. Не получается. Таблеток мало осталось. Экономить надо. Дрожащие руки. Это не примета. У Тышлера биография чистая. Всегда через транспорт Туапсе. Транспорт затонул в Севастопольской бухте. Тышлер спасся. Принимал участие в обороне Севастополя. Получил тяжелое ранение. В этих завалах партизаны его нашли. Они через какие-то отдушины, что ли, за взрывчаткой лазили. Партизанил. По инвалидности был комиссован. Да и по возрасту он не подходит. А что об этом человеке в шляпе слышно? Пеленгаторов к Южнобережному шоссе. Валентина Аркадьевна. Да, Саша? А вы любили Сергея Варламовича или у вас просто половые отношения были? Зачем вам это, Саша? Вы знаете, меня многие называют поэтом. А вы от меня когда-нибудь слышали мою собственную строчку? Нет, А знаете почему? не знаю. А я ни единой строчки еще не написал. Как-то не о чем было писать. Ведь чтобы написать что-то, чтобы пережить что-то на бумаге, надо же пережить что-то в жизни. А мне не о чем писать. Вы знаете, я тяжело болел. Но меня все любили. И как-то отверженным я себя никогда не чувствовал. Вас любили. Это немало. Уже сюжет. Мне приносили конфеты. О такой любви, знаете, не пишут. Ни трагедии в моей жизни не было. Стыдно признаться. Даже война прошла мимо меня. Как это прошла? Я даже мертвых-то толком не видел, поэтому, наверное, не боялся по-настоящему. Только сейчас, наверное, что-то в моей жизни стало происходить. Но и то, вы знаете, мне хотелось бы испугаться. По-настоящему, смертельно. И я боюсь. Ну, как-то так тихенько, по-поросячьи. Я ничтожество, Валентина Аркадьевна. Не знаю, Саша. Как же я раньше не догадалась, и только ощупавши ногу, узнала. На Пенелопу при этом она поглядела, глазами ей показать, собираясь, что здесь он супруг ее милый, но не взглянула в ответ, ничего не видала. Царица, ой, товарищ Кошкин, добрый день, вы никак почитать чего-то пришли. Очень рекомендую сцены из греческой жизни героя Одиссея, проблудившего, то есть пространствовавшего 20 лет и вернувшегося домой. Спасибо, может, возьму. Ну, а как вообще? Здешний народ любит книгу? Не очень, разве что товарищ Чарушина возьмет кое-что почитать, и товарищ Тышлер. И что же интересует нынче почтальонов? Какие-нибудь романы в письмах? Чего ж? Товарищ Тышлер только вчера английского Шекспира вернули и Тургенева взяли. О,
А можно мне тоже Шекспира посмотреть? Может быть, вспомню что-нибудь из школьной программы? А из школьной программы я вам мертвые души дам. А Шекспира товарищ Бабаев взяли для прочтения. И на кой ему эти высокие материи сдались? Не дай бог еще на раскурку пустит. Что за балаган, товарищи? Всю информацию в полном виде я могу сам предоставить вам сейчас же. Товарищ Ромаков заболел, и во время его временного отсутствия обязанности нашей комендатуры исполняю я. А вы, товарищ Петруша, занялся бы матчастью. Радиосигнал идет из этого дома. Это точно? Точно. И не стучитесь! Нема Филона! Он на телефонную станцию поехал. Белая армия, черный паром, снова готовят нам царский трон. Ну как вы ходите? Как вы ходите, как мешки травяные? Красная армия здесь сильней. Вы у меня до ужина ходить будете, после ужина и вместо ужина. Люди готовы. Ну что, можно начинать. Это еще что за явление? Это приемщица. Товарищ Полуноченко, не вы будете? Мы же все сделали, как вы и говорили. Двойка тебе, Коля Вершинин. Двойка тебе по самообороне без оружия. Товарищ Рощин? Колька, ты же слышал? Я товарищ Кошкин. Кошкин? Очень простая фамилия. Ну что, как житье твое? Да нормально. Отдыхаю. Ножик мой не посеял? Нет. Вот, сохранил. Ты гляди, а? Ладно, давай о деле, дружок мой, Колька Вершинин. Помню, любил ты за яблочками по чужим садам лазить. А теперь повзрослел. На делишки посерьезнее потянуло. Что вы имеете в виду? Руку где распорол? На складских крышах? Я правда вас не понимаю, товарищ Кошкин. Ты меня знаешь, Коля. Я же ведь, если захочу, я все из тебя вытрясу. Так что давай. Все по порядку. Я понял. По юнкеру никаких подвижек. Записываю. Мир и сыновья. Отслежен заказ за 12 января 1910 года на 28 тонн проката. Толщина 4 сантиметра. Здравствуйте, товарищи.
Вы меня не знаете, а вам, товарищ Полуноченко, должна быть знакома моя фамилия. Якуш. Это личная охрана. Не думал, что вы так быстро до меня доберетесь. Хорошо, что все ваши переговоры прослушивались, а то неудобно и шумно могло получиться. Отзовите ваших людей. Дело около года находится под личным контролем Верховного. Хорошо, что мы шли разными путями, поэтому охват получился шире. Правда, подвижек, но настоящих подвижек пока маловато. Ты мне тут сопли не разводи. Тебе здесь ни я больше не буду, ни честная пионерская, ни честная ленинская не поможет. Насадил нас с Бабаем на кукан этот черт Филон. Зачем ему шелк? Шелк. Кому сейчас шелк не нужен? Товар ходовой. У нас тут товарищ Кошкин. Только дурак свой шахер-махер не крутит. Хоть и о героических покойниках говорить нехорошо, а Сапега всегда при деньге был. Он с Филоном какие-то дела крутил. Куда рулона отнесли? Филон сказал, к юнкерской даче снести. Там за забор побросить и ветками закидать. Только шелка уже там нету. Он сказал мне, что там мой нож оставит. Он нож-то оставил, а спирт, гад, зажал. Где сейчас Филонов? На телефонной станции. Лейтенант Фонариотов работал на меня. Ему удалось узнать, что немцы перед самым отступлением крайне заинтересовались юнкерской дачей. Старика Вилкина куда-то возили, а вернулись совсем пришибленными, со свежим шрамом на голове. После этого он мало кого узнавал и жил только воспоминаниями. У Ромакова шрам, у Вилкина шрам, и тот, и другой имеет серьезные провалы в памяти. Вот это крайне заинтересовало Фонариотова. А на юнкера не удалось выйти? Пока нет. 10 человек шерстят архивы конца 20-х, но конца и края работе не видно. Зато удалось узнать, что Мейер и сыновья занимались изготовлением тяжелого гидравлического оборудования, поставляя их членам императорской фамилии. Между прочим, один из заказов сделал князь Юсупов для своего дворца. Кстати, там будет располагаться советская делегация вместе с Верховным. На Карабия-Иле идет бой. Они говорят, генерал нужен живым и невредимым. Груз для нас оставлен в пещере. Там гранаты, патроны и взрывчатка. Потерпи, милый, я понимаю, что победы хочется. Но ты им сейчас дороже, чем весь наш отряд. Потерпи. Если тебя убьют, как мы их найдем? Как? Потерпи, милая. Клав! Касперский! Живее! Держи! Попробуйте во вход к тому уступу. Ну что, пулеметчик, а? Одного врага народа меньше. Вибачаюсь, я тут до вітру ходив. Вам щось потрібно? Так позвоніть ви. Ніяк не можна. Тут Філон напросився подзвонити. Так щось у нього там закоротило. Трясся його матері, погоріло все. Ну, чесне слово, як навмисно. Ну, нашкодив, як той кіт, і утік. А он його грузовик поїхав. Все, за горами вже й не видно.
І що він там робить? Мов салом йому там намазано. Де? Та там же ж, на горі, де німецький аеродром був. Диверсионная группа унтершарфюрера Гольца получает инструкцию прямо из Коктебеля. Шифр не самый сложный, поэтому ситуация пока под контролем. Группа моих людей с пеленгационной установкой уже на корабе я или думаю, что через часок-другой мы эту бандитскую рацию накроем.
Что, он все время так? Нет. Иногда бьется в судорогах, пена изо рта. Это не может быть симуляцией? Сомневаюсь. У нас здесь есть фрукты с подобными реакциями. Кто? Немцы. Тут и во время оккупации был санаторий для психических. Контингент в большинстве своем летчики и танкисты. Вот они нам в наследство и достались. Не расстреливать же. Они тоже были когда-то тихими и светлыми. А теперь, видите, прям животные. В основном офицеры. Многие с железными крестами, даже первой степени. Пойдемте. На это не стоит смотреть. Вот такими штучками подкармливали асов Люфтваффе. Это энергопиллен или энергетические таблетки. Они сделаны на основе вытяжки из эфедры, сильнейшего наркотического зелья. Ну, в качестве добавки морфий и кокаин. Они действительно дают большой прилив энергии, но привыкание просто страшное. Таблетки Геринга. Танкисты кушали панцирь с шоколадом. Майор Ермаков. Не пилот Люфтваффе, не немецкий танкист. Ему неоткуда брать эти чертовы пилюли. Я только высказал предположение. Майор Рымаков – первентиновый наркоман. И самое интересное, что он не знает об этом. Самое страшное, что можно придумать. Если он не получает дозу, он просто сходит с ума. Можно предположить, что его кто-то подпоил? Однозначно. Только вот зачем? И я у вас хотел получить еще консультацию. Можно ли человеку подрезать память? Можно. Просто пробраться под черепушку и отчикать. Ну что, ангелок, говорить будем?
Вот дурак, клюнул.